Всем привет! В этом уроке мы познакомимся с пользовательским интерфейсом программы для 2D-анимации Kakani 2. Тем, кто раньше уже занимался компьютерной анимацией, интерфейс Kakani должен показаться достаточно знакомым. Давайте разберем, что где расположено. Панель меню. Здесь находятся все настройки и функции программы. Host. Обычно в других программах он называется Viewport, а рабочая область экрана, в которой вы будете рисовать и редактировать вашу анимацию. Панель инструментов. Здесь расположены инструменты для рисования и редактирования анимации, а также навигации холста. Панель параметров инструментов позволит настроить выбранный инструмент. К примеру, выбрать толщину и цвет для линий, которые вы будете рисовать. Панель параметров отображения. Здесь можно настроить отображение того, что находится на холсте. К примеру, включить или отключить отображение толщины штрихов. А также можно включить и выключить рамку камеры и другие ее параметры. Таймлайн. Здесь можно создавать и редактировать слои, группы слоев и работать с кадрами. Выбрать группу слоев также можно в горизонтальной панели над холстом, а слои в вертикальной панели. Панель проигрывания позволяет переходить между кадрами, проигрывать анимацию или ее область. Панель контроля кадров дает возможность создавать, продлевать или удалять ключи. Панель режимов рисования. На ней можно включить или отключить прилипание точек, режим работы с одним слоем или с группой слоев и другие. Область закрепления содержит в себе различные панели. Панель просвета позволяет настраивать количество просвеченных кадров и их прозрачность. Панель тайминга позволяет настроить тайминг для автофазовки. Панель цвета позволяет выбрать цвет и создавать палитры. Панель навигатора необходима для ориентирования по холсту и матчинга штрихов. Панель заужения штрихов содержит параметры этой функции. Панель автозаливки позволяет автоматически залить вашу анимацию, ориентируясь на уже залитый кадр. Давайте теперь посмотрим, как можно настраивать пользовательский интерфейс. Включать и выключать панели можно здесь. Закрыть панель также можно, нажав на крестик в верхнем правом углу. Панели могут быть откреплены и закреплены. Их размер может быть настроен. Если дважды кликнуть по названию панели, ее можно свернуть или развернуть. Также панели можно складывать вместе, в закладки. Области закрепления еще есть внизу и в левой части экрана, куда тоже можно переносить панели. Нажав на стрелочки, можно спрятать все панели на закрепленной области. Если нажать Tab, все панели спрячутся. При повторном нажатии все вернется на место. Ну и в заключение, переключаться между светлой и темной темой интерфейса вы сможете, используя команду Switch to Dark Interface или Switch to Bright Interface в меню «Файл». В следующих уроках нас ждет знакомство с инструментами редактирования. А пока все. Всем пока!